Сильный ветер поднимал пыль на авиабазе Эдвардс, Калифорния. Гул турбин, крики механиков, запах топлива — все слилось в нервное напряжение. У края взлетной полосы стояли трое. Высокий военный в форме Дэниел, его 5-летняя дочь Лили, прижавшаяся к его ноге, и жена Кэрол в темном пальто и с пустым взглядом. «Папа скоро вернется, милая», — прошептал Дэниел, гладя дочь по волосам. Лили кивнула, но не отпустила его руку. Вдруг, дрожащим голосом, едва слышно: «Мама делает мне больно, когда тебя нет». Он резко выпрямился, потрясенный. «Что ты сказала?» Но Кэрол уже схватила дочь на руки и засмеялась фальшиво. «Она просто не хочет, чтобы ты уезжал. Дети все выдумывают». Дэниел уехал, но тревога не покидала его. Прошли годы. Где-то гремела война, а он выполнял приказы, спасал жизни. Письма от Кэрол были сухими: «У нас все хорошо». Но ни одной записки от Лили. Ни голоса, ни рисунка. Он просил связаться с дочерью, каждый раз Кэрол отговаривалась: спит, болеет, занята. Тот шепот на аэродроме не давал покоя. Что, если она правда страдает? Однажды он увидел, как его сослуживец распаковывает посылку от сына, рисунок и каракули. И он не сдержал слез. Он почти забыл, как звучит голос дочери. Прошло 7 лет. Дэниел ушел со службы и вернулся домой с чемоданом и букетом ромашек, Лилины любимые. Дверь открыла девочка лет 12, бледная, худая, с пустым взглядом. «Лили», — прошептал он. «Ты не предупреждал», — холодно бросила Кэрол, появившись за спиной. Он не стал спорить. Обошел ее, встал перед дочерью. «Прости, я не был рядом. Но теперь я здесь. Ты правда пришел?» — еле слышно спросила она. «Я не уйду», — пообещал он. Он остался под видом отдыха, но наблюдал. Кэрол была чужой и холодной. Лили тихой, зажатой, будто жила под страхом. Однажды ночью он услышал ее плач. В комнате она с той самой старой игрушкой. «Прости», — прошептала. «Я пыталась тебе писать. Но мама все рвала. Говорила, ты нас бросил. Что я виновата». Он обнял ее. «Ты не виновата. Ни в чем». Наутро Дэниел начал действовать. Опека, соседи, врачи, школа, он собрал все. Суд был долгим. Кэрол изображала заботливую мать. Но факты говорили другое. Пропуски в школе, синяки, показания врачей. На слушании Лили говорила тихо, но четко. «Я не хочу к маме. Я боюсь. Папа меня видит и не винит». Зал замер. Судья опустила глаза. Через 2 недели Дэниел получил звонок. У здания суда его ждала Лили с рюкзаком и той самой игрушкой. «Папа, мы уезжаем?» «Домой», — сказал он, обнимая ее. Полная опека перешла ему. Кэрол кричала, но теперь ее слова были пусты. Лили стояла рядом с отцом, прямая, спокойная. Позже на кухне Лили спросила: «А мы можем завтра в парк?» «Сколько хочешь, хоть каждый день», — улыбнулся он. Теперь у них была своя жизнь, без страха. И все только начиналось. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.